Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Триумф, меня зовут Егорова Настя, и сегодня у нас большой выпуск. Сегодня речь пойдет о одном из самых популярных, пожалуй, самым популярным даже, красителей на сегодняшний день – Bronsan. Ты понимаешь, сколько дублей у нас сейчас будет, ну ладно. Так, собралась. Так называемый угол... Какой угол? Уровень, господи. Ты это делаешь, 25-й дубль. Давай. Про него снято большое количество обзоров, и несмотря на это, у мастеров до сих пор возникают вопросы при работе с этим красителем. Поэтому мы решили снять для вас большой выпуск, в котором я собрала всю самую концентрированную, интересную и важную информацию о Bronsan. Это мои наработки, это секретики моих коллег и то, что я смогла найти на просторах интернета в различных видео. Так что смотрите до конца, будет много полезного. Краситель Bronsan – это довольно молодой краситель на рынке броу-индустрии. Он был выпущен в 2018 году и уже набрал огромную популярность среди мастеров. Его любят за то, что он качественно прокрашивает кожу, не затемняет волосок, очень быстро работает и экономично выгоден в работе. Но как получить из него максимальную пользу броу-мастеру и начать с ним работать с первого раза, об этом я сегодня скажу. Краситель выпускается в двух вариантах упаковки. Есть мини-наборы для домашнего использования, либо же случаи, когда вы хотите попробовать работу с красителем в маленькой порции, а также упаковка для профессиональной работы. В маленьком формате в набор входит краситель, окислитель и емкость для смешивания и стик. Для профессиональной работы это краситель в монотубе, он продается отдельно, и оксидант также приобретаете отдельно. Срок годности этого красителя 30 месяцев с даты выпуска и 12 месяцев после вскрытия. Нужно сказать, что это довольно стабильный краситель, который работает на протяжении всего срока годности. Первое, с чем сталкивается мастер, когда открывает упаковку Bronsan, это необычная текстура красителя. Он абсолютно кардинально отличается от всех привычных красителей. У него гелевая, желеобразная в некоторых случаях текстура. И, соответственно, исходя из этого, он требует особенного подхода в работе. Это обусловлено теми компонентами, которые входят в его состав. Для того, чтобы разобраться подробнее, от чего зависят характеристики красителя, давайте разберемся в составе. Это безаммиачный краситель. Если посмотреть в состав, основным компонентом будет, конечно, на первом месте вода, а следующим, определяющим его консистенцию, это карбоксиметилцеллюлоза. Именно этот компонент определяет технику работы с краской Bronsan, дает характерную вот эту гелевую желеобразную текстуру и густоту красителя. Следующий компонент в составе это гидроксид натрия. Поскольку краска безаммиачная, ей нужно с помощью какого-то другого реагента создать щелочную среду, и именно гидроксид натрия создает щелочную среду и помогает раскрыть чешуйки волоса и проникнуть краске в него. Также он дает возможность плотно окрасить кожу. Далее сульфат натрия – это стабилизатор и, можно сказать, основополагающий компонент в цвете и сроке носки красителя – это парафенилиндиамин. Он является предшественником цвета и в соединении вместе с резорцином, следующим компонентом состава, он определяет цвет. Мы знаем, что парафенилиндиамин долгое время считали очень опасным компонентом, но его опасность зависит от концентрации. В данном случае в этом красителе производитель говорит о том, что были проведены различные пробы для людей, склонных к аллергии, и пробы были положительными для нас, как для мастеров, то есть аллергических реакций
этот компонент не вызывал. Именно парафенилиндиамин дает нам тот плотный, яркий, качественный окрас на коже, к которому мы так привыкли в работе с Bronsan. Собственно, то, за что мы его и любим. В свою очередь, резорцин определяет именно цветовое направление красителя. И также в состав входят прямые пигменты. Какую роль они играют, я расскажу дальше. Окислитель в работе с красителем используется 3%. Это абсолютно базовый стандартный окислитель, который я рекомендую не менять на какие-либо другие бренды, потому что именно с этим базовым окислителем, именно в этой консистенции и пропорции Bronsan раскрывается в нужном нам результате. Мы можем получить самое яркое и качественное окрашивание и, самое главное, проявление цвета. Если посмотреть на общий состав красителя, мы видим, что там нету никаких уходовых компонентов. Именно этот фактор обуславливает невысокую цену и говорит нам о том, что мы должны этот уход добавить извне. То есть, когда мы работаем с краской Bronsan, мы должны помнить о том, что мы должны добавить этот уход самостоятельно до или после процедуры окрашивания. Есть такой момент, что при работе с этим красителем он может вызывать легкое покалывание или пощипывание в зоне нанесения на чувствительной коже. Также это прослеживается при использовании данного красителя после долговременной укладки, поэтому помните об этом. Если вы работаете с клиентом, у которого чувствительная кожа, предупреждайте об этом, и либо лучше не используйте на чувствительной коже. Краситель имеет свойство подсушивать кожу и волоски соответственно. Время выдержки красителя производители рекомендуют от 7 до 20 минут, но из практики известно, что краситель нужно выдерживать до полного высыхания. Какое время на это понадобится, тут зависит от многих факторов. От слоя, который вы нанесете, от окружающей среды, температуры в помещении, жаркого либо более сухого воздуха. Поэтому данный фактор это очень индивидуальный. Всегда все нужно проверять на месте во время окрашивания. В палитре бренда есть 8 оттенков. Это холодные, нейтральные и теплые цвета. Итак, холодных оттенков у нас 4. Это 1, 2, 3 и 7 номер. Нейтральный оттенок это 4 и 6. И теплый оттенок это 4, 1 и 5. Первый оттенок номер 1 это Deep Black, насыщенный черный оттенок, который основан на фиолетовой базе. Это холодный оттенок для окрашивания ресниц и создания миксов при окрашивании бровей. Номер 2 оттенок графит. Это средней насыщенности оттенок для окрашивания бровей блондинок либо жгучих брюнеток. Этот оттенок создан на сине-зеленой базе и он холодный. Оттенок номер 3 и сине-черный это очень глубокий, насыщенный черно-синий оттенок. Когда вы хотите что-то еще больше черное, чем просто черное, можно использовать именно этот оттенок. Также его можно использовать для нейтрализации желтизны, поскольку он основан на чистом синем пигменте. Это холодный оттенок. Оттенок номер 4 основан на желто-зеленой базе. Это нейтральный оттенок. Он отлично подходит для окрашивания пепельно-русых девушек. Номер 4.1 это медный каштан. Это оттенок на основе красно-оранжевого пигмента. Это теплый оттенок. Его можно использовать как в самостоятельном окрашивании, так и делать красивые миксы с помощью этого оттенка. Также его можно использовать для нейтрализации нежелательного зеленого оттенка. Оттенок номер 5 светло-коричневый. Это оттенок средней интенсивности. Он имеет желтую базу и это теплый оттенок. Его хорошо использовать для светленьких рыженьких девочек, для блондинок и светлорусых, у кого во внешности прослеживаются пшеничные и золотистые нотки. Оттенок номер 6. Это оттенок нейтральный, на сине-зеленой базе, он имеет среднюю насыщенность.
Он хорошо подходит для окрашивания бровей темно-русым типажам. И оттенок номер 7, он основан на сине-зеленой, темно-зеленой базе, и это холодный оттенок. Он хорошо подходит для окрашивания бровей жгучим, теплым брюнетком. Но для того, чтобы качественно работать красителем, нужно знать не только цветовые нюансы палитры, но также правильно подбирать краситель по уровню глубины тона, исходя из натурального цвета и тона волоска клиента. Как в этом разобраться, сейчас вам покажу. Существует шкала под названием уровень глубины тона. Эта шкала используется при определении насыщенности, темноты или светлоты оттенка натурального волоса. В этой шкале номер 1 это самый темный черный оттенок, и номер 10 это самый светлый. Принято распределять красители по этой шкале для подбора в работе с клиентами. Итак, два самых темных оттенка в палитре – это оттенок номер 1 черный и номер 3 и синий-черный. Это самые плотные, насыщенные, темные оттенки. Их можно использовать для затемнения и придания глубины к окрашиванию. Поднимаясь дальше, выше по уровню глубины тона, на 4-м уровне находится оттенок номер 7. На 6-м уровне глубины тона оттенок номер 6, он подходит для русых, темно-русых девушек. На 7-м уровне глубины тона в палитре есть целых 3 оттенка. Благодаря тому, что палитра расположена в основной своей массе на 6-м, 7-м и 8-м уровнях глубины тона, волоски при окрашивании не затемняются. И самый светлый оттенок в палитре – это оттенок номер 4 на 8-м уровне глубины тона. Этот оттенок можно использовать на блондинках, даже тех, у кого пористый волосок, и он не будет его затемнять. Также его хорошо использовать во время долговременной укладки, именно по этой причине. Самыми ходовыми оттенками в палитре есть оттенок 2, 4, 5 и 6. Эти оттенки можно использовать самостоятельно, они очень красивые, самодостаточные, также с ними можно создавать красивые миксы. Если говорить о миксах, у нас на канале есть много видео про смешивание тех или иных оттенков, пожалуйста, проходите и смотрите. Единственное, что хотелось бы здесь сказать про миксы, это то, что оттенки номер 1 и 3, они работают на затемнение, они, безусловно, дают более холодный оттенок миксу, но из-за того, что у них низкий уровень глубины тона, они будут затемнять микс. Оттенок номер 2, графит, он будет работать на рассветление и на более холодную нюанс в окрашивании. И также оттенок номер 7, это один из самых сложных проблемных оттенков, которые встречаются в работе у мастера. Когда на форумах пишут вопросы про бронсан, то чаще всего это касается оттенка номер 7 и 6. Дело в том, что эти оттенки синий-зеленый цветовой пигмент имеют, и в окрашивании очень часто проявляется зеленый цвет. В таком случае не рекомендуется смешивать оттенок номер 7, поскольку он сам по себе довольно насыщенный и самодостаточный. Нежелательно смешивать его с оттенками 1, 2 и 3, это однозначно, но в случае, если вы хотите все-таки попробовать с оттенком номер 7 какой-либо микс, лучше смешивать его с номером 4, 4.1 и 5. Когда мы открываем краситель, мы видим, что масса краски уже имеет определенный цвет. Этот цвет придает красителю прямой пигмент. Для чего он нужен? В первую очередь прямой пигмент дает нам индикатор красителя, потому что если бы его там не было, он был бы абсолютно прозрачный, и нам было бы неудобно с ним работать, поскольку это гелевая консистенция. А также прямой пигмент служит нейтрализатором во время окрашивания и для баланса уровня глубины тона. К примеру, возьмем краситель номер 2, графит. Мы знаем, что он создан на сине-зеленом цветовом нюансе, но когда мы его выдавливаем из тюбика, он имеет красно-оранжевый оттенок. Как это работает?
Для того, чтобы разобраться, нужно посмотреть на цветовой круг. Здесь цвета расположены таким образом, что один нейтрализует другой, находящийся напротив него. То есть красно-оранжевый, под ним находится синий-зеленый, значит, они друг друга нейтрализуют. То же самое мы видим в тюбике с красителем под номером 2 графит. Основание у него сине-зеленое, это проявляется во время окрашивания, а когда мы его выдавливаем из тюбика, он красно-оранжевый. Аналогичная ситуация и с другими цветами. В каком-то случае необходимо нейтрализовать оттенок, в каком-то случае понизить уровень глубины тона. Кроме одного оттенка, номер 5. Номер 5 у нас основан на желтом цветовом нюансе, он имеет светлую интенсивность и точно так же имеет желтый оттенок при выдавливании из тюбика. Ему не нужно нейтрализовать оттенок и нет необходимости для понижения уровня глубины тона, поэтому дополнительный оттенок здесь не используется. Обязательно следите за концентрацией, пропорцией смешивания красителя с оксидантом. Старайтесь четко придерживаться пропорции 1 к 1, поскольку увеличение или уменьшение количества оксиданта может влиять на стойкость красителя, а также на цвет. Если окислителя будет больше, то оттенок будет теплее, если меньше, соответственно, холоднее. Поскольку краситель имеет специфическую консистенцию, для того, чтобы качественно и быстро с ним работать, необходимо подобрать правильный инструмент. Техника работы с красителем заключается в выкладке тончайшего слоя. Для этого нужно использовать плотные упругие кисти с тонким ворсом и тонким срезом. Это может быть кисть с прямым срезом, коротким ворсом и плоской формой. Также это может быть скошенный срез, либо же миниатюрная кисточка копье. Но важно обращать внимание на упругость ворса. Одна и та же форма кисти со срезом скошенным будет работать по-разному в зависимости от длины и упругости ворса. Лучше выбирать более короткий и упругий ворс. Чем более мелкая кисточка, маленькая, тоненькая, тем легче вам будет проработать именно кожу во время окрашивания плотных густых бровей. Если у вас волоски бровей очень такие мягкие, редкие, либо где-то есть проплешинки, можно выбирать большую кисть, которая сможет сразу перекрыть большое полотно работы. Очень важный нюанс – это выкладка красителя. Выкладывать краситель нужно максимально тонким слоем, акварельным, он должен быть полупрозрачным. Представьте себе, что вы работаете с акварельной краской, как она будет ложиться, она будет очень тонкая, полупрозрачная и будет пропускать через себя цвет подложки. Соответственно, и здесь мы работаем точно по такому же принципу. Выкладывать красители я рекомендую, начиная с хвостика. Это даст больше вероятность градиента и светотеневого рисунка. Сразу же выкладывайте краситель по светотеневому рисунку. Если вы хотите, чтобы был красивый градиент, размывайте, плавно растягивайте начало брови, для того, чтобы сразу получить красивый оттенок. Потому что если вы положите краситель плотно по всей брови, точно так же он и возьмется в результате окрашивания. Для того, чтобы сделать мягкое начало, лучше работать полусухой кистью, либо же чистой кистью, слегка смоченной водой, для того, чтобы растушевать зону у начала бровей. Также важный нюанс того, что нужно выкладывать краситель очень тонко и при этом смотреть, чтобы краска не скапливалась под волосками. Если краска будет скапливаться под волосками, то там краситель может дольше высыхать, либо вообще не высохнуть, вы можете пропустить этот момент, и тогда будут проплешины. Чтобы избавиться от излишнего накопления красителя, можно использовать вот такой ёршик и мягко вычесать краситель из поверхности волосков.
Чем тоньше и меньше кисточка, тем удобнее вам будет выкладывать краску на густых бровях. То есть у вас будет больше возможностей для маневра проложить краску под волосками. Потому что крупная кисть на густых бровях может не позволить вам этого сделать. Если говорить о коррекции, то для начала желательно избавиться от крупных волосков, которые создают форму, потому что выложить четкий графичный край будет сложнее, если вы их не удалите. Также очень важным нюансом является то, что работать желательно через разметку, во всяком случае на первом времени, когда вы только учитесь работать с этим красителем. Поскольку краситель очень тонкий, полупрозрачный, особенно в светлых оттенках, есть риск того, что вы можете неправильно выложить границу, либо будет какая-то погрешность четкости линии, и в таком случае вам нужно будет быстро очень ее поправлять. Поправлять краситель нужно практически сразу, потому что он быстро хорошо хватается на коже, и когда уже он подсохнет, вы от него не сможете избавиться. Поэтому все погрешности мы поправляем сразу же в процессе выкладки. Разметку вы можете делать удобным для вас способом, будь то карандаш, либо броу-паста. Можете использовать также линейку для разметки, для того, чтобы добиться точной симметрии, но обязательно используйте ее, это даст вам возможность получить максимально красивый и четкий результат. Очень важным нюансом в работе с краской является то, что она должна просыхать. В этом ее схожесть в работе с хной. Многие поначалу даже путали этот краситель с хной, говоря о том, что там в составе есть хна. На самом деле не так. Вы выкладываете первый слой тонко, полупрозрачно, ждете, когда он высохнет. Обязательно проверяйте этот момент с помощью салфетки, либо же ладони. У вас не должно оставаться отпечатка. И только после этого выкладывайте следующий слой тампонирующими движениями, прикладывающими. Не трите, не ведите плотно по первому слою кисточкой, поскольку следующий слой может немного размягчить первый слой, и вы сдвинете краситель и нарушите рисунок. Время выдержки может зависеть как от плотности слоя, который вы выложили, так и от окружающей среды, влажности, либо сухости воздуха, температуры, густоты волосков. Очень много факторов на это влияет, поэтому время вы выбираете непосредственно при работе с конкретными бровями. Для того, чтобы получить качественное окрашивание, которое будет хорошо себя вести в долгой носке, обязательно нужно подготовить правильно кожу. Поскольку краситель не имеет в себе ухаживающих компонентов и может подсушивать кожу, перед его использованием обязательно нужно увлажнить кожу и избавиться от шелушений. Для увлажнения кожи можно использовать различные бальзамы, либо ботоксы для увлажнения бровей. Также можно использовать масла и бальзамы для ухода за бровями. Также для увлажнения можно использовать скрабы, нанося их плотным слоем, поскольку в сам состав скраба будут входить уже увлажняющие компоненты. Если нанести его плотным слоем, это даст возможность напитаться коже и помочь снять ороговевшие лишние частички. Это что касается увлажнения. Если нам нужно удалить ороговевшие частички и какие-либо шелушения, мы можем использовать также скрабы и различные скатки, либо энзимные лосьоны. Можно использовать скраб-скатку для бровей. Обычно они работают очень тонко и деликатно и помогут избавиться от шелушений. После того, как вы провели этап увлажнения, не забудьте обязательно хорошо смыть увлажняющий состав, потому что в составе могут быть какие-либо масла или пленкообразующие компоненты, что может помешать равномерному окрашиванию кожи. Для этого можно использовать различные шампуни для бровей, либо мицеллярные растворы. Ну а если речь идет о работе с жирной кожей, можно использовать солевой раствор для обезжиривания кожи перед нанесением красителя.
Также помним о том, что краситель может вызывать легкое пощипывание, покалывание на чувствительной коже, и обязательно нужно предупреждать клиента о том, что такие ощущения могут быть, и желательно не использовать этот краситель для чувствительной кожи. Также в работе с бронзаном отмечается такая вещь, что при смывке красителя цвет сразу же не имеет конечный оттенок. Мастера часто пишут на форумах о том, что цвет зеленый или цвет слишком теплый, но на самом деле для того, чтобы цвет пришел в нужную цветовую температуру либо оттенок, нужно подождать какое-то время. И очень важно хорошо смывать краску с помощью влажного ватного диска. Это очень важно, потому что если вы не досмоете краску, вот в таком случае вы и можете получить чрезмерно зеленый или чрезмерно теплый оттенок. Обязательно сначала размачиваем красочку на бровях, а потом только снимаем, когда она уже растворится. Для того, чтобы ускорить стабилизацию цвета, также можно использовать соответствующие растворы для стабилизации красителя. Обратите внимание на то, что даже при том, что волос у нас на очень низких уровня глубины тона, краска смогла его протонировать, и даже сам волосок стал теплее. Не только окрашивание на коже добавило теплоты, но и сам волосок также приобрел теплый оттенок. Ну что, дорогие друзья, вот такое видео у нас получилось, довольно масштабно, насыщенно, много информации. Я надеюсь, что это было вам полезно. Могу сказать, что я постаралась собрать самый концентрат и сок из всей информации на просторах интернета о бронзане. Если вам понравилось, ставьте лайк, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и подпишитесь. Нам очень приятно, когда вы пишете нам комментарии, потому не забудьте об этом. До скорой встречи, пока-пока!